Настройки слетели. Это полный бред, самый бредовый бред из всех бредов существующих. Единственный вариант. Программист 1С в офисе небольшой компании, еще и на фулл-тайме. Пришло время открыто и честно поговорить об этом. Я назову всего один единственный вариант, когда среднему или малому бизнесу действительно нужен программист 1С в штат и вполне возможно на полный рабочий день. Это будет справедливо и для веб-разработчиков, и для других разработчиков, скорее всего, тоже. Мы сразу отметем в сторону бизнес, когда у вас много папкиных или мамкиных денег, вы вот такой крутой бизнесмен, и все у вас четко. Нет, это не наш формат, это в сторону. Так вот. Единственный, подчеркну, вариант, это если ваша компания занимается разработкой программного обеспечения или поддержкой этого самого программного обеспечения. Тогда да, 1, а может быть сразу 10 программистов в штате, это абсолютно нормально, этого не стоит стесняться. Во всех же остальных случаях это полный бред, самый бредовый бред из всех бредов существующих. Почему, спросите вы? Давайте начнем разбираться. Обязанности программиста 1С очень легко формализовать. Он обязан разрабатывать и поддерживать программные продукты на базе 1С предприятия, и это формально все. А теперь ближе к реальности. Чем же на самом деле занимаются программисты 1С на фулл-тайме, прозябая каждый рабочий день в офисе? Сидят в офисе и создают видимость работы. Вообще программирование дело творческое. Тупых кодеров мы в расчет не берем, это не программисты. Для простоты понимания аналогия. Есть писатели, а есть машинистки. И те, и другие могут тыркать на клавиши, но работа-то принципиально разная. Так вот, не получится с 10 утра и до 6 вечера сидеть и творить. Это все фантазии, не имеющие никакого отношения к действительности. Администрируют информационные базы. Да, это полезно для баз, и да, это нужно делать. Но также справедливо, что это может делать не только программист, но и пользователь. Программист – профессия довольно высокооплачиваемая, и заставлять делать программиста то, что может делать обычный пользователь, пусть даже и продвинутый, неэффективно. Соответственно, самый лучший путь – делегировать эти обязанности кому-то из продвинутых штатных сотрудников. Добавить ему немного денег к зарплате, и он будет доволен, и работа будет идти. Получится дешевле, чем с программистом, и не менее эффективно. Это закроет, скорее всего, где-то 90% задач, а оставшиеся 10 или может быть даже 5% легко закроет программист, даже на аутсорсе и даже по удаленке. Еще программисты на фулл-тайме, конечно же, халтурят. И определить, чем они занимаются, вы, скорее всего, не сможете. Получится так, что вы платите среднюю по рынку зарплату человеку, он занимает у вас рабочее место в офисе и занимается вообще какими-то левыми задачами. В итоге у него рабочее место, зарплата, халтура, он в шоколаде. А чем это оборачивается для вас? Все очень просто. 100 или 200 тысяч, а учитывая уровень зарплат в Москве, наверное, еще больше, вы каждый месяц просто сливаете в унитаз. А еще бывают такие, которые целый день в офисе играют в онлайн-игры. И в данном случае можете считать, что вы сделали хорошее дело, взяли на работу убогого. И еще программисты заменяют системных администраторов, грузчиков, чинят всякую фигню в офисе. И все это за вполне себе программистскую зарплату. Прямо вам скажу, если в вашем офисе сидит программист 1С на полном рабочем дне на зарплате вдвое, а может быть еще ниже рынка, то тот чел, скорее всего, окажется тайным эротоманом, но никак не программистом 1С. А вы просто занимаетесь самообманом. Подумайте, вам, скорее всего, стоит вступить в клуб анонимных самодуров. Сочувствую. А вот дальше еще интереснее. Разберем, чем это оборачивается для вашего бизнеса. Работа часто выстраивается таким образом, чтобы без программиста даже в туалет было сходить страшно. Не то, что себе представить целый день рабочий без программиста.
Все время звучит: нужно что-то перепровести, нужно где-то что-то поправить, щелкнуть, переключить. И самое главное, что никаких тенденций к уменьшению этой бесполезной рутинной работы нет. Кроме того, вы часто слышите фразу «настройки слетели». И вот когда вы эту фразу слышите чаще, чем «доброе утро», ваши глаза должны наливаться кровью, а из ноздрей валить густой дым. Дело в том, что никакие настройки просто так не слетают. Любому сбою, практически любому сбою можно найти логическое объяснение. А если это логическое объяснение искать лень, то появляются фразы: «Да в 1С вообще всегда так», «А что вы хотели?», «Сложные системы», ну и коронное: «Настройки слетели». Возможно, вы узнали свой офис в этом примере. Так вот, когда работа построена таким образом, программисту объективно некогда заниматься ничем новым. Он постоянно носится, какие-то кнопки нажимает, что-то делает. И выходит, что он объективно получает свою зарплату действительно за работу. Но вот она, работа ради работы. А вы что хотели от такого программиста? На фоне этого вариант, когда программист халтурит, кажется вполне себе безобидным. Более того, человек занимается различными проектами, а значит, над собой как специалист он растет. И значит, скорее всего, он сможет решить сложные задачи, которые возникнут в вашем офисе, в вашей компании. Но сможет и будет в данном случае вообще не синонимы. И эти сливки вам, скорее всего, не достанутся. Будьте честны с собой. Вас используют. Все это отлично подтверждает фразу, сказанную в начале, о бредовости программиста на полном рабочем дне в среднем и небольшом бизнесе. Выход тут простой. Программиста взять в штат, конечно же, можно, но график у него должен быть гибкий, ведь все нормальные заказчики предпочитают технические перерывы в нерабочее время. А нормальные программисты, как правило, идут им навстречу и с пониманием относятся к подобным требованиям. Отсюда следует, что вам просто на берегу нужно договориться об объемах задач, о сроках выполнения и об оперативности реагирования на срочные нештатные ситуации. Также в этой ситуации отлично подойдет аутсорс. Более того, букве закона это соответствует более четко. В пользу аутсорсинга здесь еще работает то, что специалист, как правило, ведет несколько проектов параллельно, а значит, ему вообще некомфортно настраивать все так, чтобы ему по 100 раз звонили из одного офиса, другого, третьего. Это мешает аутсорсеру работать. А значит, он делает свою работу таким образом, чтобы вы, заказчики, от него поменьше зависели. И вот вам простой пример. Вот форма загрузки данных из Excel, которую разработал штатный программист на полный рабочий день, которому, в общем, нужно показать видимость работы. А вот форма, которую разработал специалист-аутсорсер. И разница здесь принципиальна. В первом варианте программисту нужно самому менять строчки, колонки, листы, если поменяется формат файла Excel. А вот во втором варианте пользователь может поменять это сам. И программисту ни звонить, ни писать не нужно. В итоге и время сэкономите, и деньги, и будете более самостоятельны. В целом сказано уже достаточно. Должно быть полностью очевидно, что программист на полный рабочий день нужен только компаниям, которые сами разрабатывают программное обеспечение или оказывают услуги по его поддержке. Во всех остальных случаях есть аутсорс, есть плавающий график. Третьего, к сожалению, не дано. Еще несколько слов о том, как взять на работу в небольшую компанию программиста, и неважно в каком формате. Первое, на что стоит обратить внимание, это логичность суждений и связанность речи. Да, и еще раз да, не на дипломы, не на сертификаты, а на возможность общаться. Вы его должны понимать, он вас должен понимать. Иначе как вы вообще работу строить собираетесь? Вот только после того, как вы поняли друг друга, нужно смотреть на дипломы и сертификаты. Очень желательно, чтобы у программиста был профильный или околопрофильный диплом. А дальше уже смотрим сертификаты. И сертификат у 1С есть в двух ипостасях: профессионал и специалист. Первое более формальная вещь, а вот второй это время, труд и знания. Простая аналогия со сдачей на права. Теорию можно просто вызубрить, да даже обезьянку можно заставить сдать теоретический экзамен. А вот с практикой, с вождением все гораздо серьезней.
После того, как вы с соискателем нашли общий язык, проверили документы, сертификаты, обсудили какие-то формальные детали, пора дать ему пару тестовых задач. И лучше, если это будут задачи, которые в ближайшее время планируется в офисе решить. Если соискатель в процессе анализа этих задач смог разделить их на части, это уже хорошо. А если он смог задать вам вопросы и задачу уточнить, это вообще великолепно. Безусловно, над некоторыми задачками нужно подумать. Что ж, дайте человеку время. Если в процессе решения задачи человек полезет в интернет, ничего страшного в этом нет. Все программисты там подглядывают. Тут важно помнить, хороший специалист не тот, который все знает, а тот, который знает, где все можно найти. Более того, все изменяется, развивается, знать все просто невозможно. А еще очевидно, что при смене программиста первые пару месяцев могут быть очень и очень тяжелыми. И здесь важно понимать, что происходит. Если прошел месяц, 2, 3, а у программиста нет понимания, нет четкого плана действий по устранению существующих проблем, то пора бить в набат. А если план есть и план вам понятен, то, скорее всего, технического специалиста нужно просто поддержать административным ресурсом. Очень часто бывает, что паника на местах связана именно с тем, что наводят порядок, повышают прозрачность, а рядовым сотрудникам это ой-ой-ой как не нравится. На сладенькое специально для вас я приберег историю о сотрудниках-манипуляторах. Это такие люди, которые требуют программиста 1С в штат. И им нужен юноша, энергично бегающий по офису и по каждому звонку прибегающий. И в энтузиазме, в приступе программирования начинает сжать различные кнопки, таскать ползунки и создавать видимость работы. Вот без этого молодого человека ваши сотрудники-манипуляторы никак не могут выполнять свои рабочие обязанности. Вообще. И это действительность самых запущенных случаев, сродни алкоголизму или собирательству. И вот здесь нужно остановиться, задать себе вопрос, хотим ли мы оплачивать все капризы сотрудников-манипуляторов, или нам все-таки нужен порядок. И если мы хотим и готовы оплачивать все капризы сотрудников-манипуляторов, то бежим и нанимаем программиста 1С в штат на полный рабочий день. Можно зарплату ниже рынка, можно без опыта работы, желательно без чувства собственного достоинства, и тогда он будет носиться по офису, вызывать в отдельных отделах микрооргазмы. Да, работа будет стоять глобальная, но зато сотрудники будут удовлетворены. Но если вам нужен порядок, то требуется поддержать его наведение. И от сотрудников не требуется вообще ничего сверхъестественного. Описать проблему, приложить пару скриншотов и отправить письмо программисту. Почему письмо? Да все очень просто. Заставить человека написать – это значит заставить человека подумать. А способность думать – это весьма неплохое качество для ваших сотрудников. В письме видно дату создания заявки, подробности ее наполнения, а также в копию можно поставить всех заинтересованных сотрудников. Массив писем позволяет понять, какие задачи регулярные, какие нет. Кроме того, он позволит выстроить правильную стратегию решения проблем, а позже оценить эффективность их решения. Да просто сам факт, что руководитель может прочитать это письмо впоследствии, заставляет сотрудников задуматься, сделали они все самостоятельно для того, чтобы решить задачу. И согласитесь, ответственность – отличное качество для ваших сотрудников. А еще сказать потом «я такого не говорил» не получится. Можно поднять переписку и за год, и за два и понять, почему, зачем так делалось и кто это инициировал. Это может быть не электронная почта, а специализированная система работы с заявками. Но все хорошее стоит денег. Кроме того, вам придется научиться и научить своих сотрудников работать в этой системе. В то же время электронная почта есть в каждом офисе, и все умеют с ней работать. Это выгодно отличает простую электронную почту. Не будем сбрасывать со счетов и телефонные звонки. Да, это тоже способ постановки и обсуждения задач. Но ответьте себе честно, сможете вспомнить, о чем вы говорили с каждым вашим сотрудником в прошлом году по телефону? Сможете? Я рад за вас, но я лично не смогу, и 99% людей не смогут.
А вот почту можно поднять и за год, и за 2, и за 3 и понять, почему так сделали, кто так сделал и зачем вообще так делали. Это просто прекрасная и практически халявная возможность. Вообще тема саботажа новых внедрений, наведения порядка настолько обширна, что заслуживает отдельного видео. Я ее совсем чуть-чуть коснулся в этом. Поэтому подписываемся на канал, включаем колокольчик и в комментариях пишем, что конкретно вам интересно. И в одном из следующих видео мы эту тему разберем по косточкам. Ну что ж, держите руку на пульсе, а иначе ваши деньги будут тратить манипуляторы и обманщики.